Привет, друзья! С вами компания Nirvana и я Артем Шамардин. Сегодня мы будем тестировать флагманский проектор из новой линейки лазерных 8К проекторов компании GVC NZ9. Предыдущие наши обзоры проекторов вы можете посмотреть на нашем канале или прочитать их текстовые версии на моем канале на платформе Яндекс.Дзен. Для проведения тестирования проектор был предварительно откалиброван Дмитрием Павловичем Лысаком, профессиональным калибровщиком, имеющим дипломы ISF Level 3, GVC Professional и Стюарт Скринфилд. Итак, продолжим обзор проектора от компании GVC NZ9. Это флагманский аппарат, третий в новой линейке DLA лазерных проекторов GVC. Месяц назад мы сняли обзор модели GVC NZ7, который вы можете посмотреть, пройдя по ссылке в описании. Там же рассказано об общих чертах всех трех лазерных проекторов серии NZ, преимуществах лазера как источника света и поддержке ими 8К сигнала. Поэтому сейчас я не буду повторяться, просто назову технические характеристики проектора. Итак, проектор выполнен на базе нового лазерно-фосфорного источника света BlueScent, который имеет заявленный ресурс работы в 20 тысяч часов. Компанией GVC он был первоначально разработан для профессиональных авиасимуляторов, тех самых, на которых проходит обучение пилота. Это уже третье поколение данного источника света. GVC NZ9 построен по технологии LCOS, а именно на трех панелях с физическим разрешением 4К, однако он оснащен входами HDMI 2.1 с полной пропускной способностью 48 гигабит в секунду, который поддерживает 8К сигнал с частотой 60 кадров в секунду и полным цветовым разрешением. Для 4К сигнала доступна частота 120 кадров в секунду. При этом в проекторе установлена обновленная система оптоэлектронного сдвига 8К и Shift, а именно 8К и Shift X, которая обеспечивает увеличение разрешения путем сдвига картинки по диагонали в четырех направлениях – вверх-вниз, влево и вправо, с частотой 240 Гц, что должно обеспечивать достижение реального разрешения 8К в итоговом изображении. Проектор поддерживает все современные стандарты HDR, кроме Dolby Vision, а именно HDR10, HDR10+, и HLG. В проекторе GVC NZ9 установлен 100 мм цельностеклянный светосильный объектив с улучшенными качественными характеристиками для обеспечения максимальной яркости, четкости и раскрытия преимуществ разрешения 8К. Оптический блок проектора обозначается производителем как сверхвысококонтрастный. Утверждается, что в последнем минимизированы внутренние переотражения. Целью увеличения контраста и глубины черного служит также система двух диафрагм в объективе и после лазерного источника света, эффективно дополняющая лазерный димминг. Правда, работают они только в ручном режиме, обеспечивая возможность адаптации яркости проектора под условия просмотра, но автоматического режима работы диафрагмы в проекторах серии NZ, в отличие от N-серии, больше нет. Теперь фактически за то же самое отвечает автоматический лазерный димминг, то есть динамическое регулирование мощности источника света в зависимости от средней яркости кадра. Проектор обеспечивает полный охват светового пространства DCI-P3, что достигается за счет введения в оптическую систему специального светофильтра. Кроме того, именно у данной модели поистине рекордные возможности сдвига изображения, а именно плюс-минус 100% по вертикали и плюс-минус 43% по горизонтали. Солидные размеры GVC DLA NZ9 внушают невольное почтение. Это полметра в ширину, 528 мм в глубину и 234 см в высоту, а вес аппарата 25,5 кг. Дизайн проектора почти не отличается от флагмана прошлого модельного ряда, то есть NX9. Отличие можно заметить только на задней панели в расположении кабеля питания и вентиляционных отверстий. Кроме того, исчез отсек для доступа к воздушному фильтру. Разъемы для коммутации расположены идентично. Выведены на заднюю панель два входа HDMI 2.1, порт Ethernet, служебный порт USB, вход для управления RS-232C, а также вход для 3D-синхронизации и выход триггера для автоматизации управления проекционным экраном. Как уже отмечалось в обзоре проектора NZ7, пульт дистанционного управления в новой линейке не претерпел никаких изменений в сравнении с N-серией. Далее позвольте перейти непосредственно к тестированию проектора. Пару слов нужно сказать и об условиях тестирования. Оно будет проводиться на проекционном экране Стюарт Сима с полотном Нева диагональю 135 дюймов. Источниками сигнала при этом будут выступать видеоплеер M9205, клон Oppo 205, компьютер Alienware Aurora с выходом HDMI 2.1 и видеокартой RTX 3090 и игровая консоль Xbox Series X. На проекторе была установлена самая последняя версия прошивки, которую нам любезно предоставило российское представительство компании GVC. Как обычно, вначале мы измерим
яркость и контрастность, как нативную, то есть on-off, так и по методике ANSI. Замечу, что яркость проектора измеряется от экрана, а контрастность от линзы, то есть датчик ставится непосредственно перед объективом, с тем, чтобы исключить влияние помещения на точность измерений. Ведь измеряем мы не помещение и его возможности, а сам аппарат. С тем, чтобы не утомлять вас большим количеством цифр, я озвучу лишь основные измеренные значения яркости и контрастности. Остальные же вы можете увидеть в таблице, которую можно скачать по ссылке в описании к этому ролику. Итак, яркость в режиме High Bright и при установке значения цветового пространства на выключен, на максимальном значении мощности лазера, то есть High, и максимальном фокусном расстоянии объектива составила 2970 люмен, что с учетом погрешности измерений практически соответствует паспортному значению. В режиме High Bright высокой мощности лазера, минимальном зуме и закрытой до минус 15 диафрагме контрастность составила 108 тысяч к 1, что даже немного больше паспортного значения. Понятно, что настройки проектора, при которых были сделаны эти измерения, трудно признать оптимальными для просмотра кино. Но важно было проверить то, насколько производитель честен в указании паспортных цифр яркости и контрастности. А с этим у GVC традиционно проблем не было. Думаю, что эти цифры нужно оценивать с учетом того, что на тестирование нам был предоставлен не серийный аппарат, а инженерный сэмпл. В серийных проекторах результаты могут быть иные, что связано с настройками режимов, в которых измеряется проектор. При измерении контрастности по методике ANSI при полностью открытой диафрагме и на максимальном зуме она составила внушительные 410 к 1, а при закрытии диафрагмы до значения минус 7 контраст упал до 330 к 1, что тоже можно признать очень хорошим результатом. Несмотря на расхожее мнение о том, что ANSI-контраст в проекторах не так уж и важен из-за влияния отражения внутри помещения, скажу так. Высокий ANSI-контраст в подготовленном помещении видно, что называется, невооруженным взглядом, практически в любых светлых и смешанных сценах. Далее мы проверили оптическую четкость, разрешение и равномерность фокусировки. При этом проектор был подключен к источнику сигнала сначала в нативном разрешении матриц, то есть в 4К при отключенной системе 8К и ShiftX, потом в разрешении 8К. На шаблоне Quick Brown Fox в 4К разрешении проектор демонстрирует отличную четкость изображения и разборчивость мелких деталей, а также идеальную равномерность фокусировки как по центру, так и по углам. Включение 8К и ShiftX делают картинку еще более детальной и четкой. На шаблоне с крестом из цветных линий толщиной в 1 пиксель также можно увидеть очень хорошую равномерность фокусировки по всему экрану. Кроме того, видно, что проектор поддерживает полное цветовое разрешение 4:4:4. Тот же шаблон Quick Brown Fox, но уже записанный в разрешении 8К, показывает, что шильдик 8К на GVC NZ9 не просто маркетинговая уловка. eShiftX действительно работает и позволяет увидеть шрифт в разрешении 8К толщиной в 1 пиксель. На следующем этапе мы проверим то, как проектор справляется с апскейлингом видео в разрешении 1080p до 4К и сравним с качеством апскейла, выполненного средствами плеера M9205. Для этого мы использовали материалы с диска Spears & Munsell Benchmark. Для начала нужно отключить масштабирование, то есть апскейл, в плеере в соответствующем пункте меню. На тестовом ролике видно, что увеличение разрешения до 4К осуществляется проектором максимально корректно. Все детали изображения четкие и разборчивые. Переключение плеера в режим с выводом уже масштабированного до 4К изображения демонстрирует отсутствие сколько-нибудь значимых отличий в качестве апскейлинга на тестовом шаблоне. Таким образом, можно сделать вывод о том, что качество апскейла видео проектора GVC NZ9 довольно высокое. Компания учла нарекания в этой части к проекторам прошлых линеек. На синтетическом тестовом шаблоне с диска Spears & Munsell Benchmark видно, что качество апскейла, выполняемого силами проектора GVC NZ9, даже выше, чем у плеера. Линии более гладкие и четкие. Напомню, что в проекторах GVC используется фирменная система Multi-Pixel Control, которая отвечает за усиление четкости и подавление видеошумов. Причем в новой линейке проекторов GVC
функция MPC работает в одном из трех режимов: стандарт, HiRes-1 и HiRes-2 для адаптации алгоритма под разрешение видео. Теперь проверим равномерность отображения цветов. Как видно, яркостная равномерность на белом и сером очень хорошая. Заметного тинта, то есть неравномерности по цвету, тоже нет. Как на белой, так и на цветных заливках мы не смогли обнаружить такого типичного для лазерных проекторов неприятного явления, как спекл, то есть неравномерности в виде мерцающих крапинок и полосок на светлых объектах. Дальше проверим то, как проектор отображает черный цвет с точки зрения его глубины и равномерности, а также сочетания белых объектов разных размеров и черного фона, что призвано выявить проблемы с переотражениями внутри оптического блока. На полностью черной заливке при отключенном лазерном димминге видно, что равномерность черного близка к идеальной. Демонстрация на проекторе тестовых шаблонов с белыми объектами на черном фоне еще раз подтверждает вывод, сделанный нами ранее при тестировании проектора GVC NZ7. Компания GVC провела серьезную работу над минимизацией внутренних переотражений. Картинка очень чистая. Артефактов, вызванных паразитными переотражениями внутри оптического блока, совершенно нет. Важно отметить, что не повлияло на равномерность закрытие диафрагмы до значения -15. Следующий этап тестирования необходим для оценки качества цветопередачи. Измеренная нашим калибровщиком в режиме Natural ошибка по гамме ΔE составила 6,28, а после калибровки 2,96. При настройках из коробки режим Natural при установке цветовой температуры 6500 Кельвин был излишне теплым и содержал избыток красного и зеленого цветов. Но при установке значения 7500 Кельвин нейтральность серого значительно возросла, но все же осталась не идеальной. После экспресс-калибровки GVC NZ9 успешно прошел испытание и продемонстрировал отличную нейтральность по цвету на черно-белых шаблонах и фотографиях. Средняя ошибка ΔE по Color Checker составила 0,9, а максимальная 3. На цветных фотографиях скин-тон выглядел очень естественно, и в целом цветопередача, что называется, радовала глаз богатством полутонов и насыщенностью. Следующая серия тестов призвана выяснить, насколько качественно проектор обеспечивает плавность передачи цветовых и яркостных градиентов. Как мы видим, заметного байдинга нет ни на одном из тестовых видео, что свидетельствует о полноценной поддержке проектором, полного цветового разрешения и высоком качестве процессинга. Далее проведем тесты, которые позволяют продемонстрировать, как проектор справляется с внутренним тон-маппингом сигнала HDR. Еще в октябре 2019 года компания GVC представила инновационное решение для проекторов N-серии в виде системы покадрового динамического тон-маппинга Frame Adapt HDR. А в ноябре 2020 года в проекторы N-серии была добавлена функция Theater Optimizer. Подробно об этих системах вы можете прочитать в моей статье о проекторе GVC NX9 на платформе Яндекс.Дзен и посмотреть в ролике о тестировании этого проектора на нашем канале. Первый тест выводит на экран цветные плашки с огромным диапазоном яркости от 700 до 10 тысяч нит. Проектор уверенно проходит тест и демонстрирует большую часть плашек. Помимо автоматического алгоритма Theater Optimizer, есть и возможность вручную отрегулировать уровень покадрового тон-маппинга с помощью ползунка HDR Level, включающего 5 возможных позиций. На этих кадрах вы можете увидеть различия между результатом работы алгоритма Theater Optimizer и ручными установками HDR Level. Лучшим, на наш взгляд, был режим Theater Optimizer с установкой вручную уровня тон-маппинга в значение 1. Далее мы проверим, как проектор отрабатывает четкость движения в динамичных сценах. Для этого мы используем тестовые видео с диска Spears and Munson. Важно отметить, что ни съемка с камеры, ни тем более обработанное после загрузки видео на YouTube не в состоянии отразить даже приблизительно качество передачи движения и работу системы кадровой интерполяции ввиду несовпадения частоты кадров с исходным видео. Поэтому вам придется довериться нашим выводам. В результате на этом этапе тестирования мы сделали следующие выводы. Увеличение скорости работы панелей не прошло незаметно.
видео с 24p отображается максимально корректно и плавно. При активации функции Motion Enhance ложные контуры или призраки при движении минимизируются, контуры объектов движения становятся более четкими. Уплавнялка в режиме Low работает максимально корректно и незаметно, улучшая плавность панорамирования и уменьшая размытие движущихся объектов. Следующие тесты призваны проверить качество реализации в проекторе системы динамической контрастности. В GVC NZ9, как я уже отмечал, динамическое усиление контрастности реализовано с помощью автоматического регулирования мощности лазерного источника света. Причем данная функция работает в одном из двух режимов – режим 1 и режим 2, отличающиеся друг от друга скоростью и агрессивностью лазерного затемнения. Сначала посмотрим, как работает динамическое управление мощностью лазера на статических заливках, попеременно выводя на экран шаблоны с белой и черной заливкой и шаблон с яркостью в 1% ADL. Теперь проверим работу лазерного димминга на реальном материале. На фрагменте из сериала «Ведьмак» лазерное затемнение также продемонстрировало максимальную плавность и корректность в работе. Фрагмент со сцены из мультфильма «Душа» даже без активации динамического лазерного димминга выглядит на проекторе GVC NZ9 превосходно, но при ее включении в режиме 1 картинка становится еще вкуснее, чернота космоса практически сливается с черными полосами сверху и снизу изображения, а яркость звезд немного снижается, но без потери фактуры и видимого сдвига по гамме и цветовой температуре. При этом снижение яркости происходит плавно и естественно, без эффекта накачки и ступенчатости. Переключение димминга в режим 2 делает его работу несколько более явной и агрессивной, так что использовать мы рекомендуем именно первый режим. Теперь перейдем к просмотру фрагментов фильмов на большом экране с проектора GVC NZ9. Начнем просмотр мы традиционно с фильмов, записанных в формате Full HD и SDR. В очень темной сцене из фильма Дэвида Финчера «Исчезнувшие» оператору удалось удачно использовать игру света и тени, где контуры лиц и тел актеров красиво выходят из темноты. Проектор прекрасно отображает глубокий черный цвет и пятна света на корешках книг и светильниках. Сцена на пляже из фильма «Люди Икс. Первый класс», где конфликт между Магнето и профессором Ксавье доходит до трагической развязки, подтверждает сделанный вывод. Внутрисценовой контраст проектора очень высок, картинка сочная и фактурная. Одни из самых красивых кадров с прекрасной Николь Кидман в великолепном мюзикле База Лурмана «Мулен Руж» как нельзя лучше подходят для демонстрации на проекторе GVC NZ9. Лазерный источник света придает бликам потрясающую яркость, а высокий нативный контраст позволяет усилить глубину изображения. Вот уж где действительно феерия цвета и света. Дальше перейдем к просмотру материала в формате 4К HDR. Один из лучших и любимых нами фильмов Люка Бессона, «Пятый элемент», изданный в Ультра HD, выглядит потрясающе. Детализация, насыщенность и богатство полутонов, контраст и яркость – все на высшем уровне. Хочется прервать тестирование и посмотреть фильм от начала до конца. «Валериан и город тысячи планет» – еще один фильм французского мэтра. Фильму не удалось повторить успех «Пятого элемента», но с визуальной стороны он выглядит абсолютно сногсшибательно. И сцена в баре с участием Рианны – одна из самых впечатляющих в нем. Фрагмент фильма «Круэлла», где героиня Эмма Стоун прибывает на бал антагонистки в исполнении традиционно восхитительной Эммы Томпсон, впечатляет кадрами со сгорающим в языках пламени плащом Круэллы. В одном из наиболее удачных фильмов одноименной франшизы «Человек-паук», «Вдали от дома», сцена драки Мистерио и огненного элементаля как нельзя лучше показывает преимущество яркости лазерного источника света, помноженный на высокий контраст проектора GVC NZ9.
Далее перейдем к тестированию проектора на фильмах в формате HDR10+. Фрагмент фильма Антуана Фукуа «Бесконечность», выпущенный студией Paramount на собственном стриминге, на GVC NZ9 выглядит максимально эффектно и увлекательно, как за счет достоинств самого проектора, так и благодаря динамическим метаданным формата HDR10+. Замечу, что в последнее время на стриминговых сервисах появляется все больше контента, записанного в таком формате. Классика научной кинофантастики, фильм Ридли Скотта «Чужой», выглядит на GVC NZ9 по-настоящему фантастически. Финальная сцена, где Рипли оказывается в ограниченном пространстве рядом с ксеноморфом, способна вызвать у неподготовленного зрителя приступ паники. Настолько жутко выглядит мерцающий в темноте хвост и конечности чужого. Фильм Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки», записанный в HDR10+, наглядно демонстрирует все достоинства проектора, от глубочайшего черного цвета и контраста до высокой детализации и роскошной цветопередачи. Традиционно мы оцениваем то, как проекторы справляются с современными играми. На этот раз мы запустили с Xbox Series X гоночный симулятор Forza 4K 120 Гц. И проектор GVC NZ9 справился с поставленной задачей на все 100%. Посмотрите, как реалистично и детализированно выглядят капли дождя, блики и отражения на автомобиле. Потрясающая плавность движений в 120 Гц еще больше усиливает погружение в геймплей. В конце нашего тестирования мы запустили демо-ролики в разрешении 8К с компьютера на базе видеокарт NVIDIA RTX 3090. Роскошные виды Бали на проекторе GVC NZ9 просто завораживают детализацией и буйством красок. Один из самых впечатляющих роликов в 8К — это Болгария. Удивительно, насколько красиво и вместе с тем корректно проектор отображает цвет кожи, зеленые холмы и уходящие в синеву горы этой прекрасной страны. Кадры с городскими видами столицы Малайзии Куала-Лумпура на GVC NZ9 поражают детализацией и четкостью, огни ночного города, яркостью и глубиной черного. Итак, пришло время подводить итоги нашего тестирования и делать выводы. На этот раз я не буду пытаться формулировать достоинства и недостатки протестированного проектора, так как последних при тщательном трехдневном изучении аппарата мы попросту не обнаружим. Проектор GVC NZ9 – это потрясающий проектор, лучший из тех, что мы видели. Аппарат референсного уровня, который в полной мере демонстрирует превосходство компании GVC в сфере проекционных технологий для домашнего кино. Вершина всех ее научных исследований и разработок. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, нам очень важно ваше мнение, и подписывайтесь на наш канал. Выражаем нашу искреннюю благодарность представительству компании GVC и лично Алексею Сокольскому, а также группе компании Digis за предоставленную возможность тестирования проектора GVC NZ9.